Добрый день. У многих начинающих сварщиков возникает такой вопрос. Что же такое синергетика? Они выбирают себе сварочный полуавтомат, заходят в интернет, читают различные сайты и там написано полуавтомат с энергетическим управлением. Либо даже на некоторых полуавтоматах на корпусах есть какие-то наклейки, либо эмблемы Synergic. Ну и вот. Рассказываю в этом видео, что такое синергетика в полуавтоматической сварке. Синергетика — это упрощенная настройка полуавтомата. И синергетика важна не только для новичков, и на самом деле это очень-очень удобно для новичков, для непрофессионалов, кто только приходит вообще в мир сварки и начинает сваривать, у кого до этого никакого нет опыта. А также и для профессионалов. Это просто удобная функция для быстрой сразу же сварки. То есть нам не нужно настраивать полуавтомат 10 минут, 30 минут, 50 минут, там, подбирать режимы, параметры и так далее. Мы включили полуавтомат, выбрали, зашли в синергетику, выбрали ту программу, которая нам нужна, и начинаем сразу же работать. Я сам это применяю, мои коллеги-сварщики это применяют. Это очень-очень удобно, синергетические полуавтоматы. Синергетика подбирается и работает по 3 параметрам. Первый параметр — это выбор материала. Это, допустим, черная сталь, алюминий. Иногда есть толщина сразу же материала. То есть там 2 мм, 3 мм, 5 мм. Второй параметр — это защитный газ. Это СО2, либо смесь, либо чистый аргон. А третий параметр — это уже диаметр проволоки. 0,8, единичка, 1,2. Как это все на практике? Ну и в самом конце мы нажимаем старт и просто начинаем работать. Все, тут все легко и просто. Как это на практике работает? Если у полуавтомата есть жидкокристаллический экран, вы просто заходите туда, выбираете эти 3 параметра и сразу же начинаете сварку. Если у вас есть тумблеры различные, либо потенциометры, крутилки, вы, допустим, ставите диаметр проволоки 1,2, газ СО2, материал сталь, там тумблер, тын-тын-тын, поставили и сразу же начинаете работать. Это гораздо удобнее, чем в ручном режиме настраивать полуавтомат, когда у вас есть скорость подачи проволоки и напряжение. 2 стандартные основные характеристики в сварочном полуавтомате. В общем, мое мнение, и я всех призываю, покупайте, естественно, аппараты с синергетикой. Это не только для профессионалов, у кого есть там высокая квалификация, а также для новичков, да вообще кто даже не знаком со сваркой. Также синергетические кривые, их называют, эти вот программы, их называют синергетическими кривыми, либо циклограммами. Это набор программ, которые есть в сварочном полуавтомате. Их может быть 10, 20, у некоторых 500 программ. Это просто удобно, когда вам нужно сегодня сваривать сталь, завтра вам нужно сваривать алюминий, послезавтра нержавейки. У вас есть 3 программы, вы просто их переключаете и начинаете сварку. Также в синергетике возможно сохранение программ. Вы подобрали какой-то определенный режим, начинаете сваривать, он у вас зашел, а вы знаете то, что вы завтра будете также сваривать этим режимом. Вы его просто сохранили в ячейку памяти и все, вы на завтрашний день его загрузили и начинаете сварку. Во всех синергетических аппаратах также есть функция мануал, это ручная настройка, то есть вы можете по-старому в ручном режиме настроить скорость подачи проволоки и напряжения, ну и в синергетическом. Синергетические кривые, как я уже сказал, они иногда бывают встроенные, иногда они продаются за отдельную плату. Ну, допустим, там синергетическая кривая для сварки пайки купрум силициум 3, либо для сварки алюминия, либо какой-то еще процесс, они стоят там от 40, это на дорогих европейских аппаратах, от 40 тысяч рублей там, до 100 тысяч рублей. Но эти деньги, оно того стоит. И мое мнение, лучше уж покупать сразу же полуавтомат, сразу же с этими синергетическими кривыми, потому что это гораздо удобнее, это в самом деле, это такое большое сокращение времени идет. Как же вообще? Откуда взялись эти синергетические кривые? У каждого производителя сварочного оборудования есть своя лаборатория, где они подбирают уже, вот у них есть определенная проволока, газ, материал, и они уже в лабораторных условиях подбирают определенные параметры. То есть это не стопроцентное, потому что проволока там европейская, газ европейский, ну допустим, я сейчас про европейское оборудование говорю, там, материал европейский, тут в России у нас чуть-чуть немножко все другое, но все равно эти параметры, они реально работают. Если я начинаю варить алюминий, я просто выбираю программу для сварки алюминия, и все, начинается сварка. Тут все легко и просто. Так, про отдельную стоимость я сказал. Теперь также про этапы и про виды синергетики. Есть там первого поколения, второго поколения. Вот самая первая синергетика, самая основная, которую есть практически на всех сварочных полуавтоматах, где написано, что есть синергетика. Как это работает? Вот, допустим, вы выставили скорость подачи проволоки 100 ампер, ну, либо ток там 100 ампер, правильно скорость подачи проволоки называть, и напряжение 17 вольт. Это я сейчас к примеру говорю. Вы начинаете регулировать скорость подачи проволоки, допустим, увеличиваете до 120, и у вас автоматически увеличивается напряжение. Либо вы уменьшаете скорость подачи проволоки, у вас тоже автоматически понижается напряжение. Ну, вы это прям видите на, как сказать, на экране, на обозначениях.
там скорость подачи проволоки увеличивается, напряжение увеличивается. Это очень-очень, опять же, удобно. А есть такое еще понятие синергетика там, второго уровня. Это самая-самая лучшая синергетика. Это когда все то же самое, плюс только еще дополнительно у вас еще идет вот по напряжению. Вот вы выставили ток, допустим, 100 ампер. Но вы также можете напряжение чуть больше сделать и чуть меньше, а при этом ток у вас остается 100 ампер. В общем, это микрокомпьютер, это программа, это на самом деле это компьютер, который внутри сварочного аппарата, который постоянно выдает те параметры параметры режима сварки для определенного газа, материала и диаметра проволоки. Повторюсь, это очень-очень удобно. Также иногда есть то, что синергетические кривые обновляют. Ну, то есть обыкновенная флешка USB, в сварочном аппарате есть разъем, либо где-то во внешнем контуре, либо там нужно крышку снять, в сервисный режим войти и обновить эти программы. Это опять же, это удобно. Сейчас там 21 век, цифровой век. Там программы обновляются, программы там можно некоторые докупить, можно ну, просто старые элементарно программы обновить через флешку. Иногда это платно, иногда это бесплатно, естественно. Также хотел сказать про спецрежимы различные на европейском оборудовании. Это Ultra Speed, Vision Cold, это какой-нибудь холодный перенос металла, это глубокое проплавление, какой-нибудь Vision Power, это там сварка длинной дугой. Ну, в общем, у каждого производителя, у Кемпи, у Фрониуса, у Чия, у Чиборы, у там EVM, они все называются по-разному, но принцип действия один и тот же. И вот эти вот спецрежимы, их также можно назвать синергетическими режимами, потому что они представляют собой определенные подобранные параметры сварки, только тут уже не только скорость подачи и напряжение, как у нас в простой синергетике, а тут также у нас имеет значение и учитываются такие параметры, как длина дуги, индуктивность, частота герц, там, если есть импульсный режим, там тоже скважность. Ну, то есть это все также можно назвать обыкновенной синергетикой, такой уже более самой там профессиональной. Также, что хочу сказать, то, что в любом сварочном аппарате, вот, допустим, там мы купили сварочный аппарат, не знаю, там за 100 тысяч рублей, у него есть синергетика. И все те параметры, все те программы, которые там есть, мы их также можем настроить, по идее, и в ручном режиме. Просто у нас на это уйдет очень много времени, чтобы подобрать определенный ток, подобрать определенное напряжение, и чтобы у нас процесс сварки был стабильный и хороший, там, в определенных условиях. Мы это все то же самое можем сделать и начать сваривать там без энергетики, но это нужно постоянно подбирать, это нужно постоянно это все записывать. Зачем? Когда есть энергетика и когда аппараты с энергетическим управлением там стоят чуть-чуть подороже, а иногда и так же, как простые аппараты. В общем, я говорю, опять же, повторюсь про то, что совет как профессионалам, так и новичкам: берите аппараты с энергетикой, это гораздо удобнее, это гораздо сокращает время на настройку оборудования. Так, что я еще не сказал про синергетику? Да все, наверное. Самое последнее хочу сказать, то, что список программ синергетических часто бывает на крышке подающего механизма, либо внутри подающего механизма, либо, если это однокорпусной механизм, ну, точнее, однокорпусной аппарат, где у нас источник питания и механизм подачи проволоки встроен. Если у нас механизм подачи проволоки отдельно идет, то мы крышечку, где ролики у нас меняем, открываем, и там обычно есть это таблицы с энергетическими программами, там 1, 2, 3, 4, 5, и что это значит, каждая программа. Либо смотреть в инструкции сразу же, там, скачиваем инструкцию на сварочный аппарат, иногда инструкции доходят до 200 страниц, я сам удивился, но так оно и есть. Иногда также это бывает непростые обозначения, там программа 1, программа 2, а они сразу уже как-то называются. И, кстати, очень еще хороший такой бонус, на крупных предприятиях мы сами лично это использовали. Когда есть возможность с помощью специалистов завода-изготовителя сварочного оборудования, неважно, это европейское, американское, либо там итальянское, либо китайское сварочное оборудование, создать определенную синергетическую программу под определенный материал, под хотелки этого завода. Допустим, какой-то завод серьезный, он сваривает определенные изделия, у них свой газ особый, у них своя проволока, свой диаметр. И когда с помощью специалистов по сварочному оборудованию завода-изготовителя можно создать эту программу, и чтобы сварщики уже на этом заводе использовали просто эту программу, там также ее скачать через флешку USB, установить и все. Это, опять же, это очень-очень удобно. У меня все. В этом видео я рассказал, как работает синергетический режим, что это такое, какие от него плюсы. Всем большое спасибо, всем хорошего дня. С вами был Сергей Витиченко. Всего доброго, до свидания.